Утром 27 апреля, пока черный Майбах, нарушая допустимый скоростной режим, несся на всех парах к российско-белорусской границе, сотрудники Федеральной службы безопасности, МВД и Следственного комитета загадывали свое самое сокровенное желание на тот момент – встретиться и получить автограф у пассажира этого авто в заранее подготовленные бланки протоколов. На заднем диване люксового седана, как на троне, восседала королева российских инфо-цыган. Да простит меня за этот расхожий термин древний народ, к которому продавцы успешного успеха, конечно же, не имеют никакого отношения. Пассажирка, Елена Блиновская, явно не желала этой встречи. Чтобы избежать контакта с правоохранителями, торговка счастьем заранее позаботилась о нескольких вариантах пересечения границы. Она приобрела билеты на авиарейс Москва-Ташкент, но почему-то решила не выбирать этот маршрут, а наняла машину с водителем, чтобы выехать через Смоленскую область. СМИ сообщили, что Блиновская, возможно, была предупреждена о том, что в аэропорту ее поджидали, и решила незаметно покинуть Россию. Каждый на ее месте так бы и поступил. Наверное, по странной логике Елены, черный Майбах неприметен и неказист. Ну, видимо, в отличие от яркой оранжевой Ламборгини, которую продавщица воздуха оставила в гараже своего дома. Я вряд ли когда-нибудь смогу постичь хитросплетение нейронных связей в мозге женщины, которая называла себя богом и устраивала тренинги по управлению мечтами. Поэтому неудивительно, что марафон был прерван, и так называемую бизнес-леди поймали за хвост пограничники, которые с нетерпением ее ждали. Ведь база ФСБ общая, вне зависимости от места и способа пересечения государственной границы. Пока женщину задерживали, в ее загородном доме в элитном поселке в Подмосковье уже работали специалисты Следственного комитета. Судя по кадрам, жилище напоминает филиал ЦУМа. Хозяйка, как знатная сорока, тащила туда все, что блестит и подороже. Остается загадкой, нашли ли гости в ее закромах золотые батоны, если вы понимаете, о чем я. Претензии государства к этой особе исчисляются почти миллиардом рублей, недоплаченных в казну налогов. Не будем погружаться в тонкости ведения бизнеса и фискальной оптимизации, которую применяла эта сомнительная семейка, продающая влажные мечты о счастливом счастье тем людям, у которых оно, видимо, в дефиците. Ей было предъявлено обвинение в неуплате налогов и легализации денежных средств, полученных преступным путем. Позже суд определил меру пресечения в виде домашнего ареста. Екатерина Мизулина, глава Лиги безопасного интернета, комментируя этот инцидент, сравнила Блиновскую и других инфо-цыган с современными Кашпировским и Чумаком, взявших на вооружение технологии соцсетей, и что уйти от расплаты не удастся никому. Явление так называемого инфобизнеса не ново, и Блиновская не является основоположницей подобного способа изъятия денежных средств из карманов доверчивых потребителей. Поэтому и рассматривать конкретно ее не имеет смысла. По большому счету, они все нарисованы как под копирку. Психокульты прошлого и настоящего используют те же методы воздействия на своих адептов. Я не стал покупать продукты этих доморощенных гуру. В свободном доступе в сети предостаточно отзывов и подробных обзоров, чтобы сделать выводы о качестве так называемых марафонов, курсов и тренингов личного роста или увеличения еще чего-то там. Создается впечатление, что продукты буквально сделаны на коленке. Но это неудивительно, ведь сама по себе информативность не является основой. Все должно быть максимально доступно, примитивно, туманно и не оказывать лишней смысловой нагрузки на сознание людей. Когнитивная перегрузка, как инструмент арсенала боевого НЛП, достигается за счет других факторов. Это не университет, в котором скучные преподаватели дают вам гранит науки, в который необходимо вгрызаться зубами, напрягая извилины головного мозга с целью приобретения теоретической базы для будущей практической деятельности. Здесь вас подсаживают на гормональный коктейль из дофамина и окситоцина вперемешку с эндорфинами и серотонином, попутно интегрируя в сознание выгодные себе ментальные конструкции и импринты. Зачастую улучшатели жизни не имеют профильного образования, а просто создают иллюзии экспертности, вливая в подготовленные профессиональными нейромаркетологами головы абстрактную чушь про энергетические потоки и псевдонаучную ересь про квантовый мир вокруг, который только и ждет, чтобы принести счастье, а главное деньги именно вам, ведь только вы этого достойны. Поэтому продавцы волшебных таблеток и демонстрируют свою красивую жизнь, напускную вычурность и пафос, а заодно и рассказывают про ужасное прошлое и детство с деревянными игрушками, прибитыми к полу, из которого они, благодаря своим волшебным навыкам, чудесным образом выбрались. Ну а теперь за сравнительно небольшую плату готовы поделиться этими секретами и с вами. Они учат всему: притяжению счастья, обретению любви, богатства, вселенского равновесия, финансовой грамотности, кубиком на животе, дыханию маткой, не забывая про то, как накачать ягодичные мышцы к лету. А Блиновская заодно рассказывала, что бесплодные женщины смогли зачать после ее марафонов. Их позиция очень удобна.
важно. Если вы будете довольны результатом уроков, то это заслуга организатора. Если же нет, то виноваты сами. Значит, что-то делали неправильно, не старались. И надо заплатить деньги еще, чтобы послушать эту ахинею снова. Часть интернет-комментаторов обвиняют в наивности именно покупателей псевдоинфопродуктов, называя их дураками и возлагая ответственность на их собственную тупость, что само по себе является заблуждением и откровенным виктимблеймингом. Из-за склонности мозга к ретроспективному искажению, критики думают, что все это может произойти с кем-то другим, но только не с ними. Люди зачастую не в состоянии понять, что современные технологии маркетинга с грамотно выстроенной воронкой продаж просто не дают шанса вырваться из плена аферистов. В цепких лапах бездушных подлецов часто оказываются одинокие люди, попавшие в тяжелые жизненные обстоятельства, имеющие проблемы с физическим и психическим здоровьем и готовые отдать последнее, чтобы вырваться из капкана безысходности. Именно поэтому инфо-цыгане и активизируются в нелегкие для общества периоды. Современная волна в нашей стране начала подниматься в первой половине десятых, достигнув пика в 2020 году, когда общество было максимально невротизировано, столкнувшись с ковидными ограничениями и обстановкой тотального недоверия к властям и официальной медицине. В тот момент мир впал в глубокий кризис. Масс-медиа извергали потоки лжи, у народа падали доходы, а тревога за будущее не давала людям понять, что делать в такой ситуации. Зато знали они, псевдокоучи и недогуру, абсолютно аморальные персонажи, готовые использовать любые уловки для собственной наживы. А вы ожидали чего-то другого? Почва была сформирована не ими. Продолжительное время до этого система образования неуклонно деградировала, а с телеэкранов и из интернета людям вливали чушь про плоскую землю, рептилоидов, натальные карты, астрологов, нумерологов и экстрасенсов. С другой стороны, пестовали общество потребления, рекламируя роскошный образ жизни, который вызывал у большинства комплекс неполноценности и мрачное уныние, потому что их реальность никогда не соответствовала сочным постановочным картинкам из соцсетей. Не является удивительным и тот факт, что художественный фильм «Марафон желаний», который продюсировала в том числе и Блиновская, получил щедрое финансирование от Министерства культуры Российской Федерации. Стоит ли в данном случае намекать вам на коррупционную составляющую? Думаю, нет. Догадаетесь сами. Подобного рода персонажи выгодны многим властимущим в России. Глядя на красочные шоу, подготовленные для Блиновской несомненно талантливыми специалистами, уровни продаж и массированные рекламные кампании, становится ясно, куда шли средства, которые ей сейчас предъявляют налоговики. Если бы подобные ей деятели направляли финансовые потоки на улучшение образовательного продукта, а не на трансовую мишуру квазиоккультного толка, все могло быть иначе. А пока, в конечном итоге, мы получаем исковерканные судьбы, промытые мозги и разрушенные семьи, потому что, например, какая-то бессовестная и алчная марафонщица внушила обработанной женщине, что после курса вселенная подарит ей шейха на белом Роллс-Ройсе. И главное, не надо ничего делать, просто сильно захотеть и нанести мечту на карту желаний, или как там у них это называется. Кстати, посмотрите интервью Блиновской, которое она дала Ксении Собчак. Знаю, что Ксения сама у многих в этой стране вызывает неоднозначную реакцию, но ее провокационное мастерство выворачивает наизнанку сущность оппонента. В случае Блиновской сработало на ура. Нутро богини полезло наружу так, что его уже было сложно сдерживать. Запомните одно: никакой волшебной таблетки нет. Все, что происходит с вами, зависит от ваших действий и стечения обстоятельств, которые отчасти вы тоже формируете сами. Получайте реальное образование, развивайте критическое мышление и будьте начеку, потому что если вы думаете, что вами никто не манипулирует, то вы в руках специалистов. Пока. Читайте журнал.